Всем привет! Вы на канале Планета Земля, и сегодня мы поговорим о белках. Что мы знаем об этих симпатичных пушистых рыжих зверьках? Белки — прекрасные животные с красивым пушистым хвостом. За этими грызунами очень интересно наблюдать. Резвые перебежки от дерева к дереву поднимают настроение, красивые темные глазки вызывают улыбку, и весь их вид заставляет нас чувствовать умиление. Рука сразу же тянется в карман, чтобы достать из него что-то съестное и порадовать зверька. Ну что ж, возможно, не так уж и много. Будем исправляться. Для начала заглянем в Википедию, чтобы подчерпнуть немного информации. Белка — это млекопитающее из отряда грызунов, семейства беличьих. А семейство беличьих включает в себя 48 родов, которые состоят из 280 видов. Белка аберта, персидская или кавказская белка, огненная белка, обыкновенная летяга, белая белка, черная белка, японская белка, мышиная белка, индийская гигантская белка и еще 270 видов белок. А вот обыкновенная белка или векша — единственный представитель рода белок на территории России. Самая маленькая — это мышиная белка. Ее длина составляет всего 6 сантиметров. При этом длина хвоста достигает 5. Обычная белка имеет длинное тело, пушистый хвост и длинные ушки. Уши белки крупные и вытянутые, иногда с кисточками на конце. Лапки сильные, с крепкими и острыми когтями. Благодаря сильным лапам грызуны так легко лазят по деревьям. Взрослая белка имеет большой хвост, который составляет 2/3 всего тела и служит ей рулем и иногда парашютом в постоянных полетах по кронам и веткам деревьев. Она ловит им потоки воздуха и балансирует. Также хвостом белки укрываются, когда спят. При выборе партнера одним из главных критериев является именно хвост. Эти зверьки очень внимательны к данной части своего тела. Именно хвост белки является показателем ее здоровья. Размеры средней белки составляют от 20 до 31 сантиметра. Гигантские белки имеют размер около 50 сантиметров. При этом длина хвоста равна длине тела. Белка — животное, которая обитает на всех континентах, кроме Австралии, Мадагаскара, полярных территорий, Юго-Южной Америки и Северо-Западной Африки. Белки обитают в Европе от Ирландии до Скандинавии, на большей части стран СНГ, в Малой Азии, частично в Сирии и Иране, в Северном Китае. Также эти зверьки населяют Северную и Южную Америку, острова Тринидад и Тобаго. Белка живет в различных лесах, от северных до тропических. Большую часть жизни проводит на деревьях, превосходно лазая и прыгая с ветки на ветку. Следы белки можно найти и возле водоемов. Так же, как и многие из нас могли заметить, они обитают по соседству с человеком. Потому что у человека всегда есть что-то вкусненькое. И если не стащить, то можно построить глазки. Вдруг найдется пару орехов для рыженькой хитрюги. А если нет человека, можно обойтись и без него. В основном белка питается орехами, желудями, семенами хвойных деревьев, ели, сосны, кедра, лиственницы, пихты. Рацион зверька включает в себя грибы и различные зерна. Кроме растительной пищи, она может питаться различными жуками и лягушками, ящерицами, птенцами птиц. При неурожае и ранней весной белка ест почки на деревьях, лишайники, ягоды, кору молодых побегов, корневища и травянистые растения. В общем, грызет грызун все, что попадется, чтобы был здоровый хвост, ну и красивая шубка. А шубка у белки зимой и летом разная, так как этот зверек линяет 2 раза в год. Зимой меховой покров пушистый и плотный, а летом короткий и более редкий. Окрас белки не одинаковый, он бывает темно-бурый, почти черный, рыжий и серого цвета с белым животиком. Летом белки в основном рыжие, а зимой шубка приобретает голубовато-серый цвет. Карликовые белки обладают серым или коричневым мехом на спинке и светлым на брюшке. Красные белки имеют коричневый или оливковый красный мех. Летом по бокам у них появляется черно-продольная полоска, разделяющая живот и спину. На животике и вокруг глаз мех светлый. Кстати, самец белки тратит больше времени на уход за своей шубкой, чем самка. И потому белка считается самым чистым грызуном. А есть белки, которые умеют летать? Конечно, у белок-летяг по бокам тела между запястьями и лодыжками имеется кожная перепонка, позволяющая им планировать. При падении с высоты до 30 метров белка не получит никаких повреждений. Это происходит благодаря строению тельца и большому хвосту, который служит ей как парашют. У белок острый ум и хорошая память. Они способны быстро найти спрятанные орехи, мастерски предугадывают поведение человека и быстро адаптируются к жизни в больших городах. Наблюдая, как белки делают тайники с припасами, ученые из университета Калифорнии в Беркли пришли к выводу, что эти животные умеют группировать орехи по сортам и запоминают, что и где спрятано. Исследователи оснастили белок GPS-передатчиками и кормили орехами 4 сортов. Животные раскладывали различные виды орехов по разным схронам и всегда возвращались туда, где им давали бесплатную еду. Так хорошо ориентироваться на местности и находить свои тайники белкам позволяет развитая пространственная память. С долгосрочной памятью, которая, кстати, есть не у всех зверей, у них тоже все в порядке.
Как выяснили зоопсихологи из Экстерского университета, белки помнят удачный прошлый опыт и могут успешно воспроизвести его в схожих обстоятельствах. Иными словами, белки не только способны довольно быстро понять, как добраться до корма, особенно если это угощение для птиц в специально защищенной кормушке, но и запоминают, что нужно делать в таких ситуациях. По оценкам британских ученых, грызуны крадут до половины еды в птичьих кормушках, заставляя пернатых менять пищевое поведение. Наговоры, сказала бы беличье сообщество. Ох уж эти британские ученые. Белки стараются избегать людей с домашними животными и маленькими детьми, но совершенно не боятся обычных прохожих. По мнению зоологов, они понимают, когда и где можно получить пищу без всякого риска. Поэтому создается впечатление, что городские белки ручные. Белки – животные довольно агрессивные. Среди них распространен инфантицид – убийство детенышей взрослыми самцами и каннибализм. Причем это характерно для беличьих популяций в относительно сытые годы. При малейшей опасности со стороны человека животное опускает в ход острые когти и зубы. Взрослая белка способна насквозь прокусить палец взрослого человека, не говоря уже о ребенке. Белка очень запасливая. Когда готовится к зиме, она делает множество укрытий для своих запасов. Она собирает желуди, орехи и грибы, может прятать пищу в дуплах, норах или вырывать ямы самостоятельно. Многие зимние запасы белки разворовываются другими животными. Зимой белка не спит, приготовив запас пищи еще осенью. Во время морозов она сидит в своем дупле, находясь в полудреме. Если же мороз небольшой, белка проявляет активность, может разворовывать тайники мышей, бурундуков и кедрова, находя добычу даже под полуметровым слоем снега. За недельный период белка может съесть пищу массой равной массе собственного тела. А что у рыжих с амурами и продолжением рода? Партнера белка выбирает только на сезон спаривания, так как эти зверьки скорее одиночки. Эти грызуны очень плодовиты и могут приносить до 3 пометов за сезон. Все зависит от ареала обитания, плотности популяции и количества пищи. Во время гона возле самки собираются от 3 до 6 самцов. Они агрессивно ведут себя с конкурентами, пугают противника урчанием, устраивают погони, бьются по веткам и дерутся, пока не останется самый рыжий и хвостатый. И дальше любовь. Самки белки строят отдельное гнездо для детенышей. Гнездо для будущего потомства больше и аккуратнее жилища обычных белок. Стоит отметить, что она строит несколько таких гнезд для малышей. В случае опасности она переносит детенышей с места на место. Беременность белки длится от 35 до 38 дней. Детенышей может быть от 1 до 10. Рождаются бельчата без волосяного покрова, слепые и с весом 8 грамм. Только через 2 недели потомство белок обрастает волосками, а видеть они начинают через месяц. До 50 дней бельчата кормятся молоком. Через 8-10 недель они покидают гнездо и отправляются в самостоятельную жизнь. Кстати, белка живет максимум до 12 лет, но только в неволе. В лесу этот грызун может дожить до 4 лет, и даже это будет большой редкостью. Врагами белок являются куницы, совы, соболи, лисы и кошки. Белки, живущие в лесу, часто погибают от голода, клещей, блох и остальных паразитов. Не стоит забывать, что белочки могут быть разносчиками инфекций, хотя это можно сказать про любого на нашей планете. И все-таки надо быть аккуратнее. Впрочем, от белок не только вред, но и много пользы. За сезон одно животное успевает сделать около 1000 тайников с орехами и семенами. Только половину из этих схронов грызун использует по назначению. Остальные прорастут и дадут жизнь новым деревьям. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.